Леса провинции Районг в Таиланде — это царство вечного лета, где влажный воздух пахнет прелой листвой и экзотическими цветами. Здесь, среди густых зарослей, веками пролегали тропы тех, кого называют истинными хозяевами суши. Слоны. Величественные, мудрые и почти мистические существа. В 2009 году тишину этих мест нарушило нечто странное. Местные жители, привыкшие к соседству с дикими гигантами, заметили одинокого самца. Он не был похож на того могучего властелина джунглей, каким должен быть взрослый слон. Он двигался бесцельно, его шаги были тяжелыми и неритмичными, а голова низко опущена, словно невидимый груз придавливал его к земле. Слон страдал. Это было видно по его потухшим глазам и тому, как он замирал на месте, охваченный приступами слабости. Жители Районга поняли, без вмешательства человека этот гигант обречен. Они обратились в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений. Так в судьбе слона появился человек, чье имя вскоре станет для него символом спасения — ветеринар доктор Поторополь. Когда Поторополь прибыл на место, он сразу понял серьезность ситуации. Диагноз был неутешительным — трипаносомоз. Эту болезнь, вызываемую паразитами и переносимую мухами цеце, часто называют сонной болезнью. Для слона это был смертный приговор, если не начать лечение немедленно. Паразиты медленно разрушали организм животного, вызывая лихорадку, судороги и страшные отеки. Сцена спасения напоминала сложную военную операцию. Представьте себе, 5-тонный гигант, одолеваемый болью и страхом. Слоны в таком состоянии крайне опасны. Один взмах хобота или удар бивня, и человек превратится в пыль. Но Поторополь видел не опасность, а страдание. «Мы должны действовать быстро, но осторожно», — шептал он своим помощникам. «Он чувствует нашу энергию. Если мы будем бояться, он ответит агрессией». Доктор прицелился и выпустил дротик с транквилизатором. Когда лекарство подействовало и слон погрузился в глубокий сон, команда смогла подойти ближе. Зрелище было душераздирающим. Лицо, шея и живот животного были сильно раздуты от отеков, ноги сводили судороги. Слон был на грани. Чтобы спасти его, требовалась полноценная госпитальная база. Было принято решение перевести гиганта в провинцию Лампанг, где находился специализированный центр реабилитации. Это был титанический труд — погрузить ослабевшее многотонное животное и доставить его через полстраны, борясь за каждую минуту его жизни. В Лампанге началась долгая борьба. Доктор Поторополь практически жил в вольере. Он назвал слона Джамбо. Это имя стало не просто кличкой, а паролем к их общей тайне. Дни складывались в недели, капельницы, огромные дозы антибиотиков, промывание глаз и бесконечное терпение. Джамбо был настолько слаб, что поначалу даже не мог стоять. Но ветеринары не сдавались. Они не только лечили его тело, но и заботились о его духе. Чтобы слон не впал в депрессию, с ним постоянно общались, приносили ему любимые лакомства и даже играли, насколько позволяло состояние больного. Постепенно отек начал спадать. В глазах Джамбо появился живой блеск. Он начал узнавать голос доктора Поторополя. Когда ветеринар входил в вольер, слон издавал тихий, едва слышный гул, приветствие,
которое понимали только они двое. Через несколько месяцев болезнь отступила. Джамбо снова стал тем могучим красавцем, каким его создала природа. Но наступил самый сложный момент для любого спасателя — расставание. Джамбо был диким слоном. Его домом были леса, а не вольеры. Несмотря на привязанность, команда знала — он должен вернуться. В день выпуска в лесу стояла тишина. Когда засовы клетки открылись, Джамбо не сразу ушел. Он обернулся, посмотрел на доктора Патарополя своими огромными умными глазами, словно запоминая каждую черту его лица, и медленно исчез в изумрудной зелени Таиланда. Люди, стоявшие на опушке, не скрывали слез. Они спасли жизнь, но потеряли друга. Шли годы. Доктор Патарополь продолжал свою нелегкую работу, спасая сотни других животных. История о больном слоне из Районга постепенно превратилась в одну из тех легенд, которые ветеринары рассказывают молодым коллегам за чашкой чая. Мир изменился. Технологии шагнули вперед. Районг частично застроился, но джунгли оставались верны себе. Патарополь иногда задумывался, жив ли Джамбо, смог ли он найти стадо, не вернулась ли болезнь. Ответы на эти вопросы знала только глухая чаща. Прошло 12 лет. В 2021 году доктор Патарополь снова оказался в тех самых местах, где когда-то нашел умирающего гиганта. Он совершал плановый обход территории, наслаждаясь звуками леса. И вдруг воздух прорезал трубный звук. Это не был обычный крик слона. В нем была особая интонация, специфическая вибрация, которую Патарополь узнал бы из тысячи. Это он. Это голос Джамбо. Пронеслось в голове ветеринара. Сердце забилось чаще. Возможно ли это? Прошло больше десятилетия. Доктор начал осторожно двигаться на звук. Он вышел на небольшую поляну и замер. Там, среди высокой травы, стоял огромный, величественный слон-бык. Он выглядел великолепно. Мощные бивни, крепкое тело, уверенная осанка. Это был Джамбо. Слон заметил человека. В этот момент время словно остановилось. Обычный дикий слон, не видевший людей 12 лет, либо напал бы, защищая территорию, либо скрылся бы в чаще. Но Джамбо не сделал ни того, ни другого. Он продолжал спокойно щипать траву, искоса поглядывая на мужчину в камуфляжной форме. Доктор Патарополь начал медленно приближаться, не делая резких движений. Он заговорил тем самым тихим, ласковым голосом, которым успокаивал больное животное в 2009 году. То, что произошло дальше, было запечатлено на камеру и позже облетело весь мир, заставив миллионы людей поверить в чудо. Джамбо перестал есть. Он повернулся к доктору всем телом и медленно протянул свой хобот вперед. Это был жест высшего доверия. Доктор Патарополь, сдерживая дрожь в руках, протянул свою ладонь. Его пальцы коснулись шершавой теплой кожи хобота. Слон не отстранился. Напротив, он осторожно обнюхал руку своего спасителя, словно считывая информацию из прошлого.
В этот момент между ними пронесся вихрь воспоминаний. Боль в Районге, долгие ночи в Лампанге, вкус лекарств и тепло человеческих рук, которые не причиняли боли, а дарили жизнь. Джамбо помнил все, каждую секунду, каждую интонацию. Эта встреча длилась недолго, но она изменила представление многих о мире животных. Слон, который провел 12 лет в дикой природе, не просто узнал человека, он выразил ему свою благодарность на языке, понятном без слов. Слоны — это не просто самые большие наземные животные, это существа с невероятно сложной эмоциональной структурой. Их мозг обладает огромным гиппокампом, отвечающим за эмоции и память. Они помнят обиды, но, что более важно, они вечно помнят доброту. История Джамбо и доктора Потарополя напоминает нам о том, что мы не хозяева этой планеты, а ее хранители. И когда мы протягиваем руку помощи тем, кто слабее, эта помощь никогда не бывает забыта. Где-то в глубине лесов Таиланда до сих пор бродит великан, который несет в своей памяти образ человека, подарившего ему второй шанс. И пока жива эта память, жива и надежда на то, что человек и природа могут существовать в гармонии.